В Новосибирске произошли две захватывающих истории с участием мигрантов. В одном случае двое нелегалов, словно персонажи из фильма про шпионов, проникли через границу, но сразу же оказались за решеткой. Их путешествие закончилось в колонии, а все благодаря доброму соплеменнику. Другой инцидент оказался еще более интересным. На территории бывшего Дисбата образовалось настоящее мини-государство выходцев из Средней Азии. Пока военное руководство бездействовало, мигранты основательно обжились в заброшенных казармах. Однако их самовольное поселение просуществовало недолго. Внезапный визит бойцов СОБРа удивил всех. Тем временем мигранты, возмущенные новыми запретами, грозят ленивым русским уходом из страны. А параллельно этому разворачивается другая история. Известный защитник мигрантов-среднеазиатов, депутат Затулин, был вынужден обратиться в Следственный комитет из-за поступающих в его адрес угроз от противников миграции. Обо всем этом мы и расскажем в данном выпуске. На днях силовики из Новосибирска совершили внезапный рейд на территорию бывшего дисциплинарного батальона, расположенного на улице Малыгина. Этот заброшенный объект давно стал пристанищем для мигрантов из Средней Азии, которые превратили его в своеобразный анклав. В заброшенных казармах они организовали целый мини-город, склады с овощами и фруктами, хостелы, бани, кафе, стоянку для фур, а также собственную бензоколонку. Кроме того, они начали разводить баранов, превратив территорию в подобие фермы. В операции по выявлению нелегальных мигрантов и новых граждан России, не вставших на воинский учет, приняли участие сотрудники МВД, военные следователи из Следственного комитета по Новосибирскому гарнизону, а также бойцы СОБРа. Операция началась рано утром, когда силовики быстро разделились на небольшие группы и начали облаву. Первой целью стали деревянные бараки, построенные мигрантами самостоятельно. Бойцы СОБРа собрали всех обитателей для проверки документов. Одновременно с этим другая группа силовиков ворвалась в единственное кафе, расположенное на территории бывшего батальона. С громким хлопком двери и командой «всем мордой в пол» заведение было взято под контроль. В течение минуты все посетители, повара и обслуживающий персонал оказались на полу, лицом вниз. Затем в кафе вошел кинолог с собакой, умным сторожевым псом, который тщательно обнюхал всех людей и помещения в поисках запрещенных веществ. Тем временем сотрудники миграционной службы проводили проверку законности пребывания каждого мигранта в России. Среди проверяемых оказались и те, кто давно получил российское гражданство, но избегали постановки на воинский учет. Один из таких новых россиян попытался оправдаться, ссылаясь на забывчивость или занятость, но следователь из военного следственного отдела СКР был непреклонен. Некоторых из них правоохранители отправили в военкомат, чтобы исправить их забывчивость. Среди прочих обнаружилось и несколько нелегальных мигрантов. Один из них – дальнобойщик из ближнего зарубежья, который, судя по всему, попал в Россию без документов. При виде людей в погонах он начал паниковать, пытаясь объясниться на ужасном русском языке. Его, дрожащего и растерянного, поставили к стене, чтобы далее отправить в спецприемник, откуда он будет депортирован на родину. В ходе рейда правоохранители проверили 41 мигранта, выявив несколько нарушений закона. Напомним, что огромная территория, которая когда-то принадлежала военным, долгое время пребывала в запустении. Старые казармы и административные здания находятся в плачевном состоянии, выбитые окна, облупившиеся стены и горы мусора. Рядом с ними возвышаются неказистые самострои, возведенные мигрантами из Средней Азии. Эти иностранные специалисты бесцеремонно заселили зону бывшей военной части, превратив ее в своеобразный анклав. Здесь они организовали склады с овощами и фруктами, которые затем отправляют на Хилокский рынок. Кроме того, мигранты создали хостелы, бани, кафе, стоянку для фур, установили собственную бензоколонку и даже начали разводить баранов на убой. Земля буквально оказалась утыканной фурами, которые заняли каждый свободный уголок. Как ранее сообщали жители Хилокского района, участок на улице Малыгина, который ранее принадлежал Министерству обороны, был продан частному лицу в 2019 году за 25 миллионов рублей. Официально земля и расположенные на ней бывшие военные объекты были оформлены в собственность. Ранее полицейские уже проводили облавы на иностранцев в Новосибирской области, но ситуация продолжала оставаться напряженной.
В ходе последнего рейда силовики проверили более 2000 мигрантов, работающих в заведениях общепита, торговых точках и на рынках. К мероприятию были подключены и сотрудники ДПС, которые уделили внимание гостям из ближнего зарубежья на дорогах региона. Правоохранителями было проверено более 2000 иностранцев, и в результате выявлено 242 правонарушения в области миграционного законодательства, сообщили в Главном управлении МВД по Новосибирской области. Из них 161 нарушение связано с несоблюдением режима пребывания иностранных граждан. Среди выявленных нарушений также оказалась незаконная трудовая деятельность. Мигранты работали без оформления необходимых документов и разрешений. По всем административным нарушениям были возбуждены дела. В отношении 66 иностранных специалистов были вынесены постановления о принудительном выдворении с территории России. Сейчас они находятся в Новосибирском спецприемнике, ожидая отправки на родину. Кроме того, в отношении 186 непрошенных гостей принято решение о запрете въезда в Российскую Федерацию. Напомним, что в ноябре текущего года губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, согласно которому мигрантам запрещено торговать табачными изделиями и напитками, работать в такси и детских садах региона. В документе подчеркивается, что приоритет при трудоустройстве в эти сферы деятельности будет отдаваться гражданам России. Двое узбекских граждан, Абдурахим Камилов и Шохрух Турсунов, мечтавших о заработке в России, решили преодолеть государственную границу любыми средствами. Их план увенчался успехом, но не так, как они ожидали. Вместо работы в России они оказались в исправительной колонии. Все это стало возможным благодаря доброму соплеменнику, который помог им проникнуть в страну, но не смог обеспечить им безопасность. Абдурахим и Шохрух, находившиеся в разных странах, один в Казахстане, другой в Узбекистане, решили действовать одновременно. Их фией стал земляк Бахтиер, который уже получил российский паспорт и жил в Новосибирске. Бахтиер согласился помочь, но не безвозмездно. За свои услуги он рассчитывал на щедрую оплату. Иностранцы договорились с Бахтиером, что тот встретит их в одном из поселков Купинского района после пересечения границы. После этого он должен был отвезти их в областной центр, где они надеялись найти работу и начать новую жизнь. Однако планы Абдурахима и Шохруха сорвались уже на первом этапе. Они пешком пересекли границу, встретились с Бахтиером, но далеко уйти не смогли. Бдительные пограничники задержали их в том же районе, откуда они отправились в путь. Все участники этой операции оказались под уголовным преследованием. Оказалось, что Абдурахим и Шохрух уже имели проблемы с законом. Ранее они были оштрафованы за нарушение миграционного законодательства и депортированы из России с запретом на въезд до 29 года. Но, похоже, эти уроки они проигнорировали, решив повторить попытку. Граждане Узбекистана Абдурахим Комилов и Шохрух Турсунов признаны виновными по статье «Незаконное пересечение государственной границы Рафийской-Граты группой лиц по предварительному сговору». Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 10 месяцев каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в Купинском районном суде. Что касается Бахтиера, то ему по сути повезло больше. Суд назначил ему условное наказание – 1 год 6 месяцев лишения свободы, что означает, что он останется на свободе при условии соблюдения определенных правил. Таким образом, мечта о легких деньгах и новой жизни в России обернулась для Абдурахима и Шохруха тюремным сроком, а Бахтиер, несмотря на свою помощь в их незаконном пересечении границы, отделался условным наказанием. На днях иностранные мигранты столкнулись с очередным ограничением, которое напрямую затронуло их жизнь. На этот раз их возмущение вызвало новое правило, запрещающее поступление в российскую школу детям мигрантов, которые не владеют русским языком. Более того, родителей таких детей обязательно проверят на законность их пребывания в стране. Мигранты, недовольные нововведением, считают, что ленивые русские без них не справятся. Напомним, что 11 декабря Государственная Дума одобрила законопроект, запрещающий зачисление в школы детей-мигрантов, не владеющих русским языком. Это решение стало ответом на растущую проблему. За последние годы такие школьники стали настоящей головной болью как для учителей, так и для одноклассников.
Большинство граждан России поддерживают этот запрет. Люди считают, что мера назрела давно и даже требуют от депутатов ввести еще более строгие ограничения. Однако мигранты, как и следовало ожидать, остались недовольны. В чатах, где собираются иностранные специалисты, воцарилось чувство обиды и уныния. Мол, в России постоянно что-то ограничивают и обижают приезжих. Сами снег убирайте, сами в такси за копейки работайте, сами курьерами пашете. Такие высказывания стали распространенным настроением среди мигрантов. Однако, несмотря на недовольство мигрантов, новое правило вызвало одобрение у многих россиян. Они считают, что это шаг в сторону укрепления языковой и культурной идентичности страны, а также способ решения проблем, связанных с интеграцией иностранных детей в российскую образовательную систему. Тем временем депутат Государственной Думы Константин Затулин обратился в Следственный комитет и МВД с жалобой на угрозы, которые стали поступать в его адрес. Парламентарий сообщил в своем телеграм-канале, что угрозы начали поступать после его критических замечаний к законопроекту, касающемуся тестирования детей-иностранцев для зачисления в российские школы. Напомним, что незадолго до принятия закона Константин Затулин, известный как защитник интересов мигрантов, предложил свои поправки к документу. Он выступил за то, чтобы государство взяло на себя подготовку детей-мигрантов, не знающих русского языка, за счет бюджетных средств. Однако его предложение не нашло поддержки среди коллег-депутатов, которые напомнили, что знание русского языка остается обязательным условием для интеграции в российскую систему образования. В интервью журналистам он пояснил, что ему не привыкать к угрозам, но те, кто поднимает волну мигрантофобии, не способны спорить по существу. Одна из таких угроз опубликована была на сайте КОНТ. Сообщение под названием «Почему до сих пор не завалили Затулина?». Я его цитировал, выступая в Государственной Думе. Короткое сообщение, где говорится о том, что Затулин выступает в поддержку миграции, многие его за это хотят завалить, почему до сих пор не завалили? Потому что вы, русские, безинициативны. Вот жалко, что в тюрьме погиб Тесака был такой, заявил Затулин. В ходе обсуждения законопроекта Затулин также рассказал о личной угрозе, которая поступила ему в адрес. Начиная с весны, в мой адрес потоком льется клевета и оскорбления. Я уже 15 раз обращался в органы МВД по месту жительства. В 14 случаях мне ответили, что то ли не могут найти виновных, то ли не считают нужным возбуждать уголовое дело. Мне уже написали, что пора наконец завалить Затулина. В сети распространяется предложение вознаграждения. Депутат сообщил, что из-за регулярных угроз обратился в правоохранительные органы Краснодарского края, где он прописан. Я, депутат от Сочи, прописан в городе Сочи, и обратился к руководителю Следственного комитета края, прокурору края, начальнику управления МВД по Краснодарскому краю, жду от них ответа. Обратился и в другие структуры по этому поводу. Я считаю, что на это, если не обращать внимания, как это делают правоохранительные органы с клеветой и оскорблениями, то дальше переходит по экспоненте все в угрозы, и можно только гадать, осуществятся эти угрозы или нет, отметил он. Константин Затулин с 2019 года является специальным представителем Государственной Думы по вопросам миграции и гражданства. В своих выступлениях он неоднократно подчеркивал необходимость упрощения процедур предоставления гражданства России возвращающимся соотечественникам и облегчения процесса их репатриации, однако его позиция вызывает неоднозначную реакцию среди россиян. В комментариях находит отклик утверждение, что, защищая и лоббируя интересы мигрантов, трудно добиться любви от людей, которые сами или их дети и жены пострадали от ценных специалистов. Кроме этого, отмечается, что проблемы с репатриацией возникают в основном у русских, желающих перебраться на родину. А что по поводу всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Оставляйте комментарии, чтобы поделиться своими мыслями и обсудить новости с другими зрителями. Мы очень ценим ваше мнение и всегда рады обратной связи. Присоединяйтесь к нашему сообществу и будьте в курсе всех новостей и обновлений на канале. Всем добра! Всем пока!